Привет, Арми. Бывают дни, когда слова кажутся слишком малы, чтобы выразить то, что чувствует сердце. Не потому, что чувств не хватает, а потому, что мое сердце так переполнено. Что единственная реакция, на которую я могу ответить, это глупая улыбка, которая неудержимо задерживается на моем лице. Видеть Тэхёна и Чингука вместе всегда похоже на то, как будто становишься свидетелем главы истории, написанной не людьми, а жизнью, вписанной чернилами нежных, искренних любовных писем. Они стоят рядом, как два магнита, притягивающиеся друг к другу естественным образом. Без усилий, без принуждения, без необходимости в каких-либо доказательствах. То, как Тэхён обнимает Чингука. Не сжимая его крепко, а утешая, защищающая. Говорит больше, чем тысячи когда-либо написанных стихотворений. Его голова покоится на плече Чингука. Словно это самое безопасное место в мире. Место, где наконец-то могут успокоиться все его тревоги. Это были необычные объятия. Это были объятия, которые тихо, беззвучно шептали: «Я здесь, и я всегда буду здесь». Мы с Тэкуком любили друг друга так, что об этом не нужно было говорить. Они так сильно нуждались друг в друге, что даже воздух между ними, казалось, вибрировал невидимой, но глубоко ощущаемой энергией. Они играли, смеялись. Они искали друг друга бессознательно и без плана. Словно два человека, чьи тела и души привыкли быть вместе. Они разделили больше, чем просто сцену. Были бессонные ночи. Секреты, которые так и не были записаны. И тысячи «я скучаю по тебе», которые можно было только прошептать издалека. Видя их так близко, у меня на глазах выступили слезы. Потому что мы знали, что это тот самый момент, который навсегда останется в моей памяти и будет храниться в моем сердце. Тэхён так, как никто не смог бы повторить. Нежно погладил Чингука по голове. Простое прикосновение, наполненное смыслом и теплом. Его глаза сияли. Словно Чингук был самым драгоценным существом, которого он когда-либо встречал в своей жизни. Между ними была неоспоримая химия, связь, которая выходила за рамки профессионализма и сценических ролей. Почти как семья, почти как братья. Но с оттенком романтики, о которой многие тайно мечтают. И затем Чингук своим мягким, успокаивающим голосом поздравил Тэхёна с днем рождения. Но это было не просто поздравление. Не просто формальность или ежегодная традиция. Это было напоминание о том, как далеко они прошли вместе. Каждый год оставлял свой след. Смех, объятия, мимолетные взгляды. И любовь, которая росла медленно, но всегда неуклонно. Их воспоминания были подобны фотоальбому, который до конца понимали только они двое. Но, как ни странно, те из нас, кто наблюдал издалека, чувствовали их, словно они были нашими собственными. Тэхён, наш драгоценный именинник, решил поздравить мир в прямом эфире. Он пришел с улыбкой, с благодарностью. С той скромностью, которая всегда была его отличительной чертой. Видеть его счастливым, спокойным и сияющим было само по себе подарком для любого, кто наблюдал за ним. Есть люди, которые могут осветить комнату одним своим присутствием. И Тэхён был одним из них. Его чистая душа сияла в каждом движении, каждом слове, каждой маленькой улыбке, которую он дарил. После долгого перерыва я могу отпраздновать свой день рождения с семьей и друзьями, сказал он с блестящими глазами. И хотя эти слова предназначались для всех, мое сердце знало: среди этих семьи и друзей было особое, незаменимое место. Место, которое называлось Чингук. Его выражение лица говорило само за себя. Эмоции, счастье и глубокая благодарность. Последние 2 года были для него непростыми.
Военная служба отняла у него многое, включая празднование дня рождения, которое должно было быть наполнено смехом. Сегодня его счастье переполняло его. И, само того не осознавая, оно заражало всех, кто его видел. «Завтра я хочу поехать в красивое место и повеселиться со всеми вами», — сказал он. И вдруг зародилась надежда. Потому что видеть Тэхёна счастливым — это как наблюдать за цветущим садом весной. Все кажется более живым и теплым. День рождения Тэхёна всегда особенный. Но в этом году все было по-другому. Чингук через Уиверс загрузил простое видео с короткой подписью «С днем рождения». Видео заставило мир остановиться на мгновение. Все внимание сосредоточилось на одном человеке – Тэхёне. В тот же день Тэхён и Чингук были замечены за общением с Джей Хоупом. Покупки, смех, наслаждение солнцем. Простые моменты, которые казались самыми настоящими. В разгар этой повседневной жизни Чингук решил сделать подарок, который нельзя было завернуть в бумагу. Воспоминание, которым он поделился с миром. Он выложил видео своей истории в Инстаграм, словно не желая упустить ни секунды этого счастья. И во всем этом стало ясно одно. Нравится вам это или нет? Тэкук остается настоящим. За слухами, домыслами и искаженными историями есть что-то подлинное. Что-то, что можно почувствовать даже через экран. И мы, как свидетели этого пути, будем здесь. Наблюдать, восхищаться и верить им. Потому что в конце концов важнее всего не то, что люди говорят, а то, что они показывают друг другу каждый день. Без пафосных речей и без необходимости в доказательствах. В жизни бывают моменты, которые не нуждаются в долгих объяснениях. Потому что сердце сразу узнает правду. И видеть Тэхёна и Чингука вместе. Один из таких моментов. Речь идет не о предположениях или фантазиях, а об энергии, которая кажется настоящей. Из их языка тела, из их взглядов. Из того, как они всегда находят друг друга. В этом переполненном мире. Эта годовщина не просто дата, а праздник связи, построенный на верности, заботе и привязанности, которая растет тихо, но сильно. И пока они продолжают демонстрировать это, не говоря ни слова, мы все еще будем здесь, наблюдая, восхищаясь и веря в них. В любви есть определенная красота, которая не выставляется на показ. Любовь, которая не громкая, не ищет подтверждения и не занята доказательствами. Тэхён и Чингук существуют в этом пространстве, тихом пространстве, где чувства растут в своем собственном темпе. Без давления внешнего мира, без требований публики. Возможно, именно поэтому каждый маленький момент кажется таким сильным. Не из-за того, что они говорят, а из-за того, что им не нужно объяснять. Затяжные взгляды, близость и неподдельная забота – все это говорит на языке, понятном только сердцу. И мы, Арми, учимся у них одной важной вещи. Настоящая любовь не всегда имеет четкое определение, но всегда сопровождается узнаваемым чувством. Чувство тепла, безопасности и дома – вот что излучают Тэхён и Чингук каждый раз, когда стоят рядом. Если сегодняшние моменты с Тэхёном и Чингуком тоже согреют ваше сердце. Если вы почувствуете эту близость, которая не нуждается в объяснении. Не забудьте поставить лайк в знак небольшой поддержки. И истории, которая продолжает разворачиваться по-своему. Для тех из вас, кто хочет продолжить следить за этим путешествием. Историями, полными смысла, мелкими деталями и моментами, которые часто остаются незамеченными. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы мы могли и дальше вместе радоваться их единству. А в комментариях расскажите нам, какой момент с Тэкуком тронул вас больше всего сегодня.
Потому что такие истории кажутся намного прекраснее, когда ими делятся и переживают вместе. Потому что некоторые истории не нуждаются в убеждении, их просто нужно прочувствовать. И Тэхён и Чингук напоминают нам, что истинное тепло всегда находит свой путь. Пока они идут бок о бок, наши сердца всегда будут знать, кому доверять.